Всем привет, с вами Бен. Совсем недавно в жизни закончилось новогоднее событие и вышло обновление, в котором много чего изменили, исправили, добавили и так далее. Ну и вот я решил сделать обзор этого обновления. Почти обо всех изменениях здесь я узнал из Discord канала резни. Начну я со всех изменений обе, и в основном тут более-менее масштабные изменения. Первое такое изменение произошло в магазине Game Pass. Теперь можно дать любому игроку на сервере любой Game Pass. Естественно, это не бесплатно. Чтобы подарить Game Pass, нужно нажать на зеленую кнопку с подарком, а затем ты выбрать игрока, которому хочешь подарить Game Pass, и нажать на кнопку подарить, и у него будет этот Game Pass. Если показывать это, то вот. И правильно я свое приветствие начал, забыв второго Бена упомянуть. Ну ладно, Бен 2 вам тоже передает привет прыжками. И да, этот игрок должен находиться на том же сервере, что и ты. Дарить Game Pass дистанционно нельзя, что, как по мне, упущение. В общем, изменение это прикольно. Я навряд ли буду когда-нибудь кому-нибудь дарить геймпассы, учитывая свой эрбоксианский бюджет. Но получить на халяву какой-нибудь геймпасс было бы вообще круто. Теперь про второе масштабное и трагичное изменение обби. PvP режим был удален, но хотя бы временно. И вместе с PvP режимом было удалено все, что с ним связано. То есть геймпассы, шляпа с значком задания, но и вход в него. Почему же PvP режим удалили? По словам разраба, этот игровой режим уже давно устарел, и он хочет переключить свое внимание на основную игру. Но может быть оно вернется, когда закончатся все ночи. А останется ли шляпа, значок и геймпассы у тех, кто их приобрел? Нет. Я чуть не забыл кое-что сказать про геймпассы. Дарить можно только пассы, тексты дарить, к сожалению, нельзя. Это тоже, как по мне, упущение. Получил бы я так на халяву 5000 текстов и мог бы себе практически все позволить в резне. И при этом в минусе я бы не остался, даже если все потратил, это же не я их покупал. Теперь про другие изменения обби. Начнем с багфикса. Я как понял, они пофиксили противный баг такой, из-за которого иногда в обби не загружали значки и шляпы за значки. Но у меня почему-то все равно было такое несколько раз, странно. Ящики в этом обновлении в стороне не остались. Ко всем ящикам добавили кнопку пропустить. Теперь можно, не дожидаясь анимки выпадения, сразу же пропустить и посмотреть, что выпадет. Это тоже прикольное изменение. Ну и последнее изменение обби, точнее багфикс, связан с модификатором вечеринки. Раньше был такой баг, из-за которого модификатор партии иногда был почему-то закрыт. Ну точнее у тех людей, что открывали этот модификатор, проходя кровавую луну с грозой. И вот наконец они его пофиксили, ну наверное. У меня раньше этот баг был кучу раз, и он подбешивал меня. Но после того, как я получил значок Parties Over, этого бага больше не было. И из-за этого не могу сказать точно, пофиксили ли они этот баг или нет. Ну а теперь я буду рассказывать про все изменения всех ночей, затем первой ночи, второй, третий и инцидента в особняке. И все это будет под их геймплей с музыкой. Фонарик и стамину сбалансировали во всех ночах. Для фри-то-плей игры батарею и стамину улучшили, чтобы они были ближе к своим геймпассовским версиям. К вот этим вот. И это тоже неплохое изменение. Я проверял фонарик, и он явно стал работать дольше. Одна батарея его продержалась примерно где-то 2 минуты и 32 секунды. Но вот что поменялось у стамины, я так и не понял. Я делал два сравнения старой и новых стамины по скорости траты и по скорости установления, и они ничем не отличаются. Вот вам одно сравнение по скорости траты. У обоих она составляет где-то 6 секунд. А скорость восстановления у обоих составляет 13 секунд. Это, короче, странно. Возможно, я плохо проверил, или же у стамины и вправду нет никаких изменений. Хотя должны быть. Фонарик теперь всегда следует за камерой от первого лица. Но теперь туда, куда вы посмотрите от первого лица, туда и будет светить фонарик. Вот как это выглядит. Почти абсолютно всем предметам обновили их сбрасывание. Теперь при сбрасывании они будут отбрасываться от вашего торса в ту сторону, в которую вы смотрите, и некоторое время скользить по полу. А вот как это выглядит. А вот как на улице. И еще всем предметам удалили коллизию. Теперь они свободно проходят через друг друга, никак не мешаясь. Бросаясь предметами, я обнаружил два новых бага, которых раньше вроде не было. Вот первый. Когда я бросался предметами, один молоток по какой-то причине пропал из инвентаря и остался в руке навечно. Его было невозможно убрать, и плюс он имел коллизию, из-за которой он постоянно мешал проходить везде. Ну а второй баг вы уже, наверное, до этого увидели. Когда я бросался предметами, иногда некоторые из них почему-то возвращались обратно. Этого явно быть не должно, и оно бесит, так это еще и не такое уж редкое явление. Но про один предмет они забыли и не изменили сбрасывание. Это батарейка. Она так же, как и раньше, при сбрасывании появляется на недалеком расстоянии перед лицом и падает на пол.
И она по-прежнему может сбрасываться через стены и невидимые стены. Ну и точно, все предметы теперь не могут проходить сквозь, да вообще все, кроме батарей. Вот вам сравнение старой и новой анимации сбрасывания, и как вы думаете, какая из них лучше? Старая или новая? Лично для меня они обе норм. У каждой есть свои минусы и плюсы. Пофиксить бы баги у новой, и тогда, может, она станет лучше. Для консольных игроков добавили виртуальный курсор. Не знаю, что про это еще рассказать и как это показать, так что идем дальше. Для телефонных игроков удалили автопрыжок. Если что, автопрыжок — это когда ты идешь такой, и вот перед тобой парт в 2 студа. И когда ты хочешь залезть на него, ты автоматически прыгаешь. А как мы знаем, в резне прыжок тратит стамин. Так что этот автопрыжок вместо того, чтобы помогать, мешал и тратил нашу энергию. А в резне достаточно мест, где можно случайно совершить этот прыжок. И если раньше нам приходилось повернуться боком к таким местам, чтобы пройтись по ним и не потратить много стамина из-за прыжка, то теперь можно просто свободно, без махинаций, пройти через эти места. Для примера таких мест я приведу ступеньки в первой ночи. Раньше здесь 100% все из-за автопрыжка случайно прыгали и тратили стамину. А теперь здесь свободно проходишь и ничего такого не будет. Этот случайный автопрыжок раньше мог даже заруинить кому-то всю кату. Ну и приведу еще один пример. Вот такие неровности в третьей ночи раньше могли тоже задействовать автопрыжок. Теперь у тык во всех ночах будет одинаковый урон при взрыве. Скинам в Индиго и Ремнант пофиксили анимацию держания инструмента. Оказывается, у них была сонная анимация, чего я не замечал. У меня нет записи того, как они раньше держали инструменты, так что сравнения не будет. Вот вам пофикшенная анимация держания у Индиго, а Ремнанта у меня нет. Теперь перейдем к изменениям, относящимся к первой ночи. В первой ночи изменили абсолютно все экраны советов после смерти, но к ним просто добавили красивую картинку сверху. Сейчас я их всех покажу. Тут я не вижу смысла сравнивать старый и новый экран совета. Как я говорил, им просто добавили красивую картинку сверху. А раньше был просто текст с советом на черном фоне и все. Но может некоторые слова в советах поменялись, но суть их остается все та же. На этот раз с этим изменением я затронул и вторую ночь. Я не совсем уверен, переводится ли это так, но вот перевод этого. Пользовательский интерфейс часов теперь не зависит от фактического времени в Roblox. Я что с этим, что с другими переводами вообще не понял, что это значит. И не понял бы, если хоть раз не проверял разные изменения в первой ночи. Я как понял, они немного поменяли ход времени дня в первой и второй ночи. Ну, типа теперь каждый дневной час длится не хаотично, а по 30 секунд. Но это в первой ночи, а во второй ночи он длится где-то 37 секунд. И теперь скипнуть день можно только тогда, когда настанет 6 час. Ну, как и раньше, это займет всего 1 минуту. И теперь мы дошли до того, из-за чего я только начал задумываться над тем, чтобы сделать этот видос. Теперь в первой ночи уличная лестница ломается после долгого стояния на ней. Если что, это только ночью, днем можно стоять сколько хочешь. Этим новым они пофиксили самый известный и самый старый баг в резне. Это баг с лестницей. Для того, чтобы его совершить, надо было взять молотки, поставить лестницу в любом месте, раскидать молотки напротив нее и все. Ларри просто приходил ночью и вставал в ступор от такого. А теперь же это не сработает, где-то после 45 секунд лестница сломается и Ларри пойдет нас грохать. И они пофиксили этот баг вдвойне, удалив коллизию всем предметам. Ларри просто теперь не будет впадать ни в какой ступор и пойдет ломать нам лестницу и грохать нас. Перезарядка удара зомби теперь распределяется между всеми зомби.
Теперь, если на вас пойдет толпа зомби, вам сможет нанести урон только один зомби, и через некоторое время либо он, либо другой зомби. А не как раньше чуть ли не сносить себя в ноль, пройдя через всю эту толпу. Ну и последнее изменение первой ночи, которое почему-то не упомянули в апдейт-логе. Это интерфейс для молотка, который поэтапно показывает, сколько досок осталось до того, когда он закончится. Типа вот, забили маг, ну и на вот этом черном квадратике снизу мы увидим, что квадратик стал почти белым. Это значит, что мы потратили одну доску. Еще раз забьем окно, белой части станет еще меньше, и у нас останется последняя доска. Это годное изменение, теперь так мы всегда будем знать, где полный молоток, а где нет. В первой ночи пофиксили еще некоторые баги, но они не такие уж значительные. А сейчас мы переходим ко всем изменениям второй ночи. Ну и здесь также поменяли абсолютно все экраны советов после смерти. Сейчас я их покажу. Ну а в могилах после смерти от скелетов вообще ничего нет. Даже простого совета. Прям как и у зомби в первой ночи. Сейчас будут пруфы. Раньше у них совета, конечно, тоже не было, но они могли бы его добавить, а то как-то странно это выглядит, словно их обделили. На картинке бы изобразили чела, убегающего от скелетов, а в первой ночи от зомби. А совет был бы такой: избегайте встречи со скелетами, а у зомби избегайте встречи с зомби. В метели здесь изменили урон от холода, теперь он составляет 10 уронов в секунду, а раньше 20. Вот вам сравнение, за сколько мы умираем в метели после апдейта и за сколько до него. И сейчас мы где-то на 5 секунд стали дольше жить. Раньше мы умирали за 9 секунд, а теперь получается за 14. Да, кстати, если уж сравнения старых и новых экранов советов не будет, то вот вам пример того, как выглядели они раньше. Ну и последнее изменение второй ночи, которое тоже не упомянули в апдейт-логе. Ультрафиолету, как и молотку в первой ночи, добавили интерфейс, который поэтапно показывает, сколько зарядов ему осталось до того, когда он закончится. Я уже объяснял, как это работает и выглядит на примере молотка, и второй раз объяснять это не буду. Ну а теперь переходим к третьей ночи. Для телефонных игроков добавили прицел при прицеливании дробовиком. Прицел этот в форме перекрестия, и когда будете прицеливаться дробовиком, то будет появляться этот прицел в центре экрана. Думаю, все знают, что такое прицел и для чего он нужен, так что объяснять я это не буду. Второе изменение тоже для телефонных игроков. Для них добавили интерфейс для вылазки из-под кровати, когда вы находитесь под ней. Когда вы спрячетесь под кровать, то в верхней части экрана появится половина белого прямоугольника, на котором изображены две стрелки вверх. Теперь, чтобы вылезти из-под кровати, нужно нажать на этот прямоугольник и все. Возможно, вы задаетесь вопросом: и для чего это? Я поначалу тоже задавался этим вопросом, но потом я вроде как начал понимать, для чего это. Но для начала я расскажу, как раньше мы вылазили из-под кровати. Раньше, чтобы вылезти из-под нее, нужно было просто нажать на то место, откуда вы залезли. И вот, наверняка же у многих было такое, что вы случайно или из-за лагов вылазили из-под кровати в неподходящий момент, и это руинило нам катку. И теперь это изменение должно максимально снизить количество данных ситуаций. Ну, наверное, я так думаю.
Окно вроде достаточно маленькое, чтобы по нему случайно попасть и вылезти. Кровати помимо третьей ночи также есть и в Spirit Helper с бункером. И про них, конечно, не забыли и тоже добавили это окно. И теперь там тоже, чтобы вылезти из-под кровати, нужно нажать на этот прямоугольник. В третьей ночи тоже были багфиксы, но они незначительные, так что переходим к инциденту в особняке. Мантию инцидент немного понерфили и сбалансировали. Теперь вредители, то есть Барри, ползут медленнее, если вы находитесь на другом этаже. То есть не на том же этаже, где находятся они. Если мы зайдем на тот этаж, то они будут ползти с обычной скоростью. Когда будет отключаться свет во всем особняке из-за удара молнии, то Барри также будут ползти медленнее. А когда свет включится, то они будут ползти с обычной скоростью. Ну и вроде я прошелся абсолютно по всем изменениям резни в этом видео. Сейчас достану апдейт-лог и посмотрим. Агась абсолютно по всем. Ну а теперь вернемся обратно в лобби для итога всей обновы и логического завершения видео. Бен 2 тут тоже решил поучаствовать в итогах видео. Обнова получилась маленькая, в каком-то месте трагичная, в другом было вообще непонятно для чего это, но в большинстве своем она годная и делает геймплей резни лучше, легче и понятнее. Да и вообще, это же обнова после окончания ивента, а обычно либо этих обнов нету, либо они еще меньше привносят нового в резню. Я ставлю лайк этой обнове. Вы тоже не забывайте ставить лайки под видео и подписывайтесь на канал. Ну и вот видео подошло к концу, увидимся с вами в следующем видео.